Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Очередной скачок цен на газ в Европе побит полуторалетний максимум в $600. Причиной очевидны прекращение украинского транзита и скорость отбора из ПХГ, которая опустила уже на 50%. Каковы перспективы цен на газ и успеет ли Европа пополнить ПХГ за лето? Александр, вам слово. Ну, смотрите, если мы тут с коллегами по инфотеку посидели, посчитали, получилось, что средний отбор из подземных хранилищ на территории Евросоюза в отопительном сезоне 24-25 годов составляет около 4 миллиардов кубических метров в неделю. 4 миллиарда кубов – это не строгая величина, именно вот столько и не больше, не меньше. Может, чуть больше, может, чуть меньше, ну вот примерно так. На момент начала отбора в подземных хранилищах Европейского Союза было порядка 106 миллиардов кубов. К моменту, когда мы записываем этот ролик, там уже меньше 60 миллиардов кубических метров, там 50, около 55 по большому счету. Вот. И это нормально. То есть ничего угрожающего, ничего страшного, ничего такого, из-за чего стоило бы говорить: боже мой, газа им не хватит. Или наоборот, если вы хотели, чтобы газа не хватило, тут нету ничего такого, чтобы позволило удовлетворить ваши желания, что, о боже, у них не хватит газа и все пойдет прахом. Нет, дело-то не в этом. То есть, к сожалению, вообще тематика газового рынка очень сильно эмоционально окрашена. Вы посмотрите на наши превью. Вот примерно так окрашена эта самая тематика вообще в информационной среде. А когда вы, преодолев вот этот вот вид наших превью, нажимаете на кнопочку play, или где вы там нас смотрите, вот, может, не кнопочка play, как кнопочка на Рутюбе называется, Максим? Есть у нее какой-то вкл, кнопочку вкл вы нажимаете, тут мы начинаем. Ну, вот такие-то объемы, среднее потребление такое-то, средний расход такой-то, и, значит, к окончанию сезона отбора там будет... минимальный объем, который может остаться, это 30 миллиардов кубических метров. А скорее всего останется порядка 40 миллиардов кубических метров. Может быть, при наиболее благоприятном развитии событий там останется 45 миллиардов кубических метров. То есть довольно широкий разброс, который будет зависеть от целого ряда обстоятельств. Первое – это погодные условия, второе – это скорость ветра, который тоже к погодным условиям условно относится. Но я здесь отношу скорее к энергоресурсам, потому что скорость ветра – это часть энергоресурса, который обеспечивает производство электрической энергии на ветроэлектростанциях. Одно дело, когда у вас ветроэлектростанции обеспечивают 30, 35, 40% производства электрической энергии. А другое дело, если при том же уровне потребления у вас производство на ветроэлектростанциях падает до 7, 8, 5% от, собственно, суммарной выработки. Если падает, значит, вам нужно чем-то замещать. Чем замещать? Газовыми электростанциями, точнее, выработкой на газовых электростанциях. Значит, нужно больше потреблять газа. Это без учета погодного фактора. А если добавляем сюда погодный фактор, то есть может похолодать, может потеплеть. И в том и в другом случае уровень текущего потребления газа будет разный. Добавляем сюда ветер, опять же, меняется потребление газа. И какое конкретно это будет потребление, мы с вами сейчас не знаем. Мы можем предполагать, глядя на прогнозы погоды, но иногда прогнозы погоды бывают ошибочными. Так вот, возвращаемся к нашей основной теме. То есть, что будет с ценами, мы в ближайшее время мы сказать не можем. Не можем, потому что мы не знаем, какие будут погодные условия. Что будет с ветром, что будет с температурой наружного воздуха, как долго продлится отопительный сезон. И, что интересно, мы с вами не знаем также, что будет летом. Лето 2021 года, извините, что опять к 2021 году, наиболее показательно в этом плане. Потому что летом 2021 года в условиях ограниченного предложения в мировом масштабе вдруг неожиданно возник резкий рост спроса на электрическую энергию. Притом не только в Европе. Индия, Китай, Япония, страны Европы, Соединенные Штаты Америки, все северное полушарие начало просто кипеть, потому что очень жарко, нужно больше электричества, газа не хватает, растут цены на газ, начинают больше загружать угольные электростанции, растут цены на уголь, параллельно с этим растут цены на электрическую энергию. Может ли такая ситуация сложиться этим летом? При неблагоприятном стечении обстоятельств может.
И тогда цены могут быть вообще любыми. Но это я вот описал сейчас некий наиболее яркий, наиболее такой, знаете, неблагоприятный сценарий. То есть цены растут, повторяется ситуация лета 2021 года. Давайте про более благоприятный сценарий. Что происходит в Европе? В Европе происходят попытки частичного восстановления спроса на газ. Ну, там где-то производство оживает, где-то население говорит, ой, цены снизились, ура, давайте больше потреблять. Ну, или восстанавливать хотя бы тот уровень потребления, который был, ну, ладно уж в 2021 году, ну, хотя бы в 2022. Тогда потребляли больше, чем в 2023 и 2024 годах. Что мешает? Мешает Азиатско-Тихоокеанский регион. Азиатско-Тихоокеанский регион – это регион премиальный, растущий, наиболее интересный, наиболее стратегически важный для всех производителей газа, для всех поставщиков газа. Они не обязательно будут производителями. Ну, вот поставщики, крупные компании, которые тут контракт заключили, там контракт заключили, потом весь этот газ куда-то развозят. Вот везти в Азию, как правило, выгоднее. Но в текущем году, в 2025 и даже в конце 2024 года Европа вернула себе статус премиального рынка. За счет чего? За счет паники, которая началась сначала перед окончанием транзита, так сказать, в ожидании окончания транзита, а потом после окончания транзита. Как правило, говорят о том, что ну это вот похолодание, и поэтому там растут цены. В первую очередь цены растут из-за ограниченности предложения вообще и ограниченности газотранспортных путей, которые проложены в Европейский Союз. Ограниченность эта им не позволяет начать восстановление спроса. Как только вы восстанавливаете спрос, неважно по какой причине, промышленность вдруг начала оживать, население сказало, эх, хотим погреться и давай выкручивать, короче говоря, потреблять больше газа начинают. Выкручивать вентили, хотел сказать, ну хорошо, вентили вот выкручивать начинают. Или же у вас просто похолодало, и в целом потребление газа, в том числе за счет электроэнергетики, увеличилось. Неважно, вы восстанавливаете потребление. Но вы упираетесь в потолок, который называется конкуренция с Азиатско-Тихоокеанским регионом в условиях ограниченности предложения и ограниченности газотранспортных путей к вам проложенных. То есть вы не можете ничем абсолютно привлечь продавца газа с мирового рынка, кроме как ценой. Вы не самый привлекательный, не самый интересный, не самый перспективный рынок. Да, разумеется, если к вам проложить трубу и по этой трубе быть готовым, ну, в силу природных богатств, поставлять столько газа, сколько надо, то это одно дело. Но трубы нет, второй трубы нет, третьей трубы нет, четвертая труба, в общем, тоже с ней не все хорошо. И в этой ситуации вы упираетесь в то, что есть СПГ. У вас хватает газотранспортных мощностей номинально для увеличения импорта этого самого СПГ, потому что тут периодически говорят, ой, вы знаете, Европа сейчас понастроит еще СПГ-терминалов, и вот тогда решит все свои проблемы. Вы о чем, друзья мои? У нее избыток СПГ-терминалов. У нее СПГ-терминалов чуть ли не в 2 раза больше, чем она газа покупает. Ей не нужно больше СПГ-терминалов. Ей нужно больше СПГ. А когда начинают конкурировать за СПГ, оказывается, что СПГ на всех не хватает. Знаете, поросеночек маленький. А по ту сторону Евразии сидят Китай, Япония, Южная Корея, Индия и ряд других потребителей, которые говорят, ребят, везите к нам. Мы, во-первых, от ископаемого топлива не отказываемся. Ни на каком уровне. Ни на уровне даже благоглупости, которые какие-то наши правительства подписывают. Мы собираемся увеличивать потребление. Мы долгосрочные контракты готовы заключать. Везите к нам. И везут к ним. Везут к ним. Биржевые котировки при этом, да, могут колебаться не в пользу Азии. Но это как раз и означает, что Европа может бороться за газ только ценой. Любая попытка увеличить потребление упирается в потолок, такой, знаете, непреднамеренный ценовой потолок, который нужно поднимать для того, чтобы газ везли к вам, а не в Азию. Да, газ к вам везут. Радуйтесь? Ну, радуйтесь. В январе, например, из Соединенных Штатов Америки в Европу привезли что-то порядка 6,5 миллиардов кубических метров газа. 6,5 миллиардов. Для понимания ситуации.
Вот в прошлом году по газопроводам из России было поставлено в Европейский Союз более 33 миллиардов кубов. В виде СПГ поставляется от 1,5 до более чем 2 миллиардов кубов в Евросоюз без других направлений. Это для понимания того, 6,5 миллиардов, на которые все посмотрели и ахнули. Это второй результат в истории. Вы что? Он был, правда, это примерно столько же, сколько было в марте. То есть это второй результат, который делит второе место с мартом 20, или с апрелем, ну, март-апрель 2024 года, но это не важно. 6,5 миллиардов. А больше можно? Нет. Больше нельзя. Точнее как? На миллионы кубических метров, даже на сотни миллионов кубических метров можно, если предложите цену повыше. А вот принципиально больше нельзя. И для понимания ситуации вообще. Сейчас Соединенные Штаты Америки, если представить, что именно они экспортируют газ. Вот. Давайте так лучше. На территории Соединенных Штатов Америки производится до 125 миллиардов кубических метров газа в виде СПГ. То есть берется 125 миллиардов. Нет, не сжижается, сжижается больше, там есть потери при сжижении. Это вот объем, который вы получите после регазификации тех объемов, которые вы получили в сжиженном виде. 125 миллиардов. В прошлом году из Соединенных Штатов в Европу поставки снизились. Ну, потому что цены снизились в Европе. И снова премиальным рынком стала Азия. Поэтому куда идем? В Европу. Зачем? Едем в Азию. В Азию повезли газочек. И общий объем поставок в Европу сократился на 11 миллиардов кубов до чуть более чем 50 миллиардов кубических метров. Много это? Много. 50 миллиардов кубов – это много, это безусловно. Это хорошо, это не надо игнорировать и все такое прочее. Вот эти все положенные слова я сказал. А теперь главное. 50 миллиардов кубов – это не 125 миллиардов кубов, как это неудивительно. А даже если весь газ из Соединенных Штатов зачем-то, по какой-то необъяснимой причине пойдет в Европу, вот производимый сейчас, это не позволит восстановить потребление газа до тех уровней, которые были в 2021 году, который был, мягко скажем, не очень благополучный с точки зрения потребления газа. Не очень благополучный, представляете? Вот, и последнее, что здесь можно сказать. Конечно, мощности в Соединенных Штатах будут расти. Поставки в Европейский Союз могут увеличиться, а могут не увеличиться. Вот если Евросоюз, точнее покупатели в Евросоюзе, покупает не Евросоюз, покупают конкретные компании, будут готовы платить $600, 650, $1000, почему бы нет, можно вести. Или если резко упадет потребление этого газа в Азии, скажут, спасибо, нам не надо. Сколько? Не, за столько мы не будем брать. Такое тоже уже бывало. В 2022 году китайские покупатели сократили закупки газа через биржу на 20 миллиардов кубов. С 25 миллиардов кубов на 20 миллиардов сократили закупки. По другим подсчетам на 21 миллиард сократили закупки. Ну, то есть в таких условиях, когда покупатель другой может сказать, нет, нам это не надо, у нас есть газ дешевле, мы возьмем из других источников. И возьмет газ из других источников. В таких условиях, да, вы можете получить дополнительные объемы газа. Может, даже цены у вас упадут. Но если они упадут у вас, то они упадут и в Азии, и газ опять пойдет в Азию. Потому что там, как правило, интереснее. Там, как правило, не морщит нос, покупая газ в стиле «О, боже мой, ископаемое топливо, фу, долгосрочные контракты, господи, это же каменный век, вы что?» Там не отказываются от газа, там заключают долгосрочные контракты, и неплохо было бы задуматься в этой ситуации, но вряд ли это возможно. Вот как-то так выглядит эта ситуация в целом. На сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм, подписывайтесь на Телеграм-канал Александра. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего и подпишитесь на Телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на Телеграм-канал «Инфотек». Ну и на этот канал подписывайтесь, нажимайте уже кнопку подписки, лайк поставьте, колокольчик нажмите, если это замедляемый YouTube, или что там надо нажимать на ВК и Рутюбе. Все, на сегодня все. Всего хорошего.